Встретив книгу «Там, где раки поют», меня очень вдохновило название. Желание поскорее отыскать то загадочное место, а также очень порадовало своей обложкой в красно-зеленом цвете, где красный будто намекает о раскаленных чувствах, как в печи, но всегда остывающий, выходя навстречу к прибрежным болотам, насыщенными травами и словно изумруды, переливающиеся от обителя света. И все. Меня уже не остановить. Шаги ускоряются, переходя на бег, чтобы смело нырнуть в этот омут с головой. А вскоре ты находишь лучи надежды во множестве протоках, ведущих к морю, которые взлетают под клики тысячи белых гусей, навстречу к солнцу, безвозмездно дарящее свое щедрое тепло. Я открываю роман и расплываюсь в улыбке от того, как автор черному по белому передает столько жизни, красок, запахов и вкусов, и эмоций. Как дирижер большого оркестра вызывает разные чувства, и ты сам раскаляешься, словно печь, убегая с главной героини Кией на морское побережье. От лесной топи, где вода темная стоячая, хоронит свет своей илистой утробе, которую не назвать немой, но по сравнению с прибрежным болотом здесь тишина, ибо распад дело неспешное и бесшумное. Живое разлагается, источая смрад, и перегноем растворяется в черной глубине, где из смерти рождается новая жизнь. До морских ясных горизонтов взываю свободных, но верных соседей чаек, вскоре кружащих над тобой, делясь своими крошками хлеба, чувствуя нежное щекотание крыльев этих неугомонных птиц, которые смело делятся своим вниманием и шумными голосами, наполняя сердце жизнью. Словно твой дом всегда полон. А настоящий дом – это хижина, спрятавшаяся за пальмовыми рощами, что тянулись вдоль песчаной низины до зеленой цепочки лагун и до дальних прибрежных болот. На миле кругом раскинулись заросли императы, да торчали деревья, примятые в одну сторону ветрами. С трех сторон окружал дубняк, а в глубине его притаилась ближняя лагуна, где кишмя кишела живность. Но хижина опустела очень рано для маленькой Кии. Почти полдюжины ее членов суетливо покинули дом, разбежавшись по разным сторонам. Девочка часто вспоминала о маме, о ее картинах, платьях, стремлении к красоте и гармонии, о ее заботе, как говорила: «Доброе утро, девочка моя дорогая», всегда обнимая и встречая ее с улыбкой. Как вместе хлопотали по хозяйству, слушали старый приемник, ненароком пускаясь вместе в пляс. Как вдвоем порхали, делая ароматные завтраки, а вскоре зазывая все семейство за один стол. Но все ушли, молча, каждый сам по себе, и никто не позвал ее с собой. Вернее, только лишь попрощался один из братьев с пожеланиями беречь себя, прятаться от чужаков подальше от хижины, как только услышат их поступи. Но то время, что часто проводили вместе с братом за рыбалкой, играми, разговорами, она научилась водить лодку, заметать следы, прятаться и быть наблюдательной. Ей было всего 7 лет, когда ей пришлось повзрослеть, когда впервые получилось завести лодку, чтобы исследовать ближайшие протоки, чтобы выжить. И вот она уже знает, как заработать. Собирает мидии, начиная при свете луны, чтобы опередить заядлых рыбаков-конкурентов. Но выживая, она находит радость от каждого найденного перышка, понимая, кто его хозяин, становится ценителем даров природы, благодаря которым она раскрывает свой. И как же сложно ей открывать свое сердце, снова и снова пробовать довериться кому-то, ведь самые близкие ушли, а что говорить об обществе?
когда в школе для нее первый день оказывается последним, потому что на радостях беспощадно дружно ее обсмеяли, называя ее болотницей. Но она вовсе не была дикой, искренне хотела попробовать с кем-то общаться, не отбрасывая возможности подружиться, ведь она слышала уже о дружбе по маминым рассказам. Но самый первый человек, который не отвергает ее, понимает, проявляя некоторую заботу, афроамериканец-продавец с ветхой пристани заправкой и магазином, где можно было пополнить свои запасы и бензин. Новый друг из цветного квартала, которого также сторонились люди из города Баркли-Коув, небольшого центрального городка, куда Кия бегала в магазин. Местные мальчишки кричали вслед оскорбления человеку, не знающие о его добрых делах и достоинстве. А если посмотреть на то культурное общество на первый взгляд, из цивилизованного маленького городка Баркли-Коув, что мы видим? Разодетые по всем правилам приличия, имеющие манеры, имеющие обувь, которые позволяют делать безопасные шаги, в отличие от маленькой босоногой девочки, украдкой пробегающей, ловя брезгливые взгляды, замечая, как шарахаются от нее все, кто встречается на ее пути, отводящие своих детей взрослые, но такие дети, как из той школы, в которую она пришла всего на один день, которого хватило сполна. Она лишь появлялась в городе, чтобы запастись крупой, чтобы сварить кашу. Мало имея представления, как это делать, но голод научил ее даже сажать семена, которыми поделился добрый афроамериканец. Старательно вспоминала все то, что делала когда-то ее мама, и в большей степени сторонилась всякого люда, которому она ничего плохого не желала, который поговаривал, что недостающее звено между обезьяной и человеком, что глаза у нее светятся в темноте. Образованные дамы и господа со своими подражающими детьми, посещающие церковь. Ее же ответ был немногословен. Ее голос был тихим, она создавала по крупицам свой уютный мир по зову своего сердца, становясь коллекционером прекрасного, а именно всего, что находила в каждом дне, став образованным автором и художником их книг о том, что она так любила и чему доверяла своему диалогу с природой. И она рождает то, что многие не замечали, находясь зачастую в суете своих маленьких дел и таких же рассуждений в своем ограниченном пространстве своего селения. Поделилась пользой того, что расширяет границы, подарив знания абсолютно всем и тем, кто не видит дальше собственного носа, за которым открываются трепетные отношения между природой и человеком, знакомя всех желающих с настоящими сокровищами, созданными с любовью, о болоте, о всех возможных птицах, грибах, бабочках, цветах, обнажая красоту души природы и свое сердце, красота в глазах смотрящего. Я не буду рассказывать о любви в этом романе, ее нужно чувствовать. Она так хотела любить и быть любимой, но любовь не всегда бывает счастливой. И как больно не было бы ей, может, стоит дать шанс тому, кто столько сделал для нее. Она стала настоящей красавицей, словно цветок в естественной среде, умея любить от паучков до светлячков. Но что делать, если этот цветок хотят засушить, превратив его в гербарий, небрежно срывая, чтобы потом осталась от него одна лишь пыль? Но Кия очень любила жизнь. Я так переживала за героиню романа, когда она была девочкой. От души радовалась ее предприимчивости. Я вместе с ней чувствовала ветер в ее волосах, двигаясь в лодке по счастливому течению и против него, узнавая каждую травинку, всю эту пышущую жизнью зелень, свежесть, слышала, как взлетают цапли, взмах их внушительных крыльев, двигаясь к ним навстречу. И полет мыслей, души, свободу,
и одиночество, разочарование. Я плакала вместе с ней, когда она кричала от боли и обиды, что ком в горле стоял и всхлипывающее дыхание, и то, как находились силы, чтобы жить, замести следы и взлететь, расправив крылья.